Здравствуйте, друзья! С вами снова я на связи, и в этом видеоуроке я бы хотел открыть такой курс небольшой, хотя может быть и большой, по такой технологии, как Jamstack называется она, в общем. Надеюсь, вы знаете, что это такое. Так, да. Сейчас я бы хотел вам показать, каким образом вообще, что происходит и что будет в курсе, как бы анонс такой, видео-анонс. Рассказать немножко о технологии хотела самой, потому что, на самом деле, наверное, достаточно много в интернете есть уже информации по этому поводу, но на самом деле в русскоязычной части интернета я очень редко встречаю это. Обычно это либо какие-то конференции, которые не совсем понятно объясняют, что к чему, либо же просто отсутствие какой-то информации внятной. В общем, возможно, вы знаете, что на моем канале есть видеоуроки по 3GS, и кроме того, что есть видеоуроки по 3GS, также есть еще уроки по вебу вообще. То есть там PHP встречается, как бы я такой разноплановый человек, который хочет попробовать все и сразу, и в принципе даже что-то получается. Как видите, вот этот сайт, как бы он сделан именно на технологии Jamstack. Используется здесь Gatsby, React, ну и в принципе все. Я оставлю, наверное, ссылочку на своем сайтике, чтобы вы как бы имели представление вообще, что происходит здесь. Оставлю ссылочку на своем сайтике по поводу того, откуда я взял информацию насчет того, как создать этот сайтик. На самом деле, Jamstack — это такая технология, которая позволяет вам, ну, в принципе, достаточно быстро что-то сделать, сверстать какой-то самый обыкновенный блог за час и, в принципе, вывалить его в интернет и наслаждаться, собственно, жизнью. Но однако, как бы, конечно же, в реальной жизни такой блог, как бы, за час, он мало кому интересен, мало кому нужен, и как бы он в итоге соберет очень маленькую аудиторию, потому что, ну, на самом деле, представьте, сколько сейчас есть в мире вообще блогов, и все они пытаются быть как бы уникальными, красивыми, сказочными, все они пытаются вам донести какую-то информацию. И поэтому, чтобы привлечь аудиторию на свой блог, который именно такой самый простой, это нужно очень постараться. Ну и как бы сейчас я вам показываю как бы dev-часть вот этого вот сайтика. То есть вот я его создал на локалхосте, на своем, в смысле поднял сейчас, то есть это в режиме dev. Как видите, ну, в принципе, он отрабатывает точно так же, как и здесь. Как вы видите, как бы страница, она не перезагружается при переходе по ссылкам, и это сделано, ну, на уровне как бы самого приложения. Что за технология вообще? Jamstack — это технология, позволяющая вам создать, допустим, сайт на React, используя Gatsby, как я это буду делать, сверстать его, в принципе, достаточно быстро можно, и забилдить куда-нибудь, захостить на хостинг, после чего ваш сайт будет очень отзывчивым, ваш сайт будет визуально выглядеть очень быстрым, но кроме того, что он визуально будет выглядеть очень быстрым, также еще и в Lighthouse, если вы знаете, о чем я, ваш сайт будет иметь, ну, достаточно высокие показатели. Я не буду сейчас здесь нагружать свой комп еще тестом, потому что все-таки это процессорное время, я записываю видео. Ну, в общем-то,
особого смысла это не даст, потому что здесь также есть подгрузка YouTube, она здесь не асинхронная, она как бы сразу идет, то есть iFrame ютубовский подгружается, он тянет за собой достаточно много JavaScript и всего-всего, поэтому тестить я сейчас не буду. Единственное, я вам покажу, что я уже сделал на Gatsby. Это вот у нас есть такой вот простой, самый обыкновенный сайт, который, заметьте, вот работает без перезагрузки, во-первых, ну, естественно, потому что это Jamstack. Во-вторых, он использует MD файлы, то есть MD файлы просто обыкновенные, как, допустим, есть на Git документация, да, Markdown файлы, для того, чтобы как бы брать оттуда информацию. То есть вот это вот две ссылочки, это примеры того, каким образом можно, допустим, взять и разместить информацию в MD файле, ну обычную, то есть я думаю, вы знаете. Сейчас я покажу пример, как это выглядит. Вот, допустим, есть статьи, и здесь MDX формат, но MDX это немного расширенный MD, но в принципе это то же самое все. Как видите, получается, вот это вот вверх идет, это здесь такая техническая информация, типа заголовки там и вообще, в принципе, любая информация, которую хотите, вы добавляете здесь, потом с помощью GraphQL выбираете себе как бы те данные, которые вам нужны, формируете какой-то запрос, получаете ответ, ну и, в общем-то, выводите, допустим, статейки, типа вот в таком формате, как, допустим, здесь на главной, вы видите, да, допустим, здесь вот они выводятся в таком виде, потом, ну, это определенный GraphQL запрос, дальше, ну, допустим, вам необходимо уже непосредственно зайти в материал сам, здесь тоже идет GraphQL запрос на определенную как бы страницу, которую вам нужно. Дальше, допустим, что? О сайте, например, about. Это вообще можно сделать статической страницей. Вот. В чем преимущество данной технологии? Преимущество ее в том, что вы, в принципе, ну, достаточно быстро даже можно сделать, в принципе, сложный сайт, объемный, так сказать, и разместить его на самом обычном хостинге. Получается, на выходе вы имеете чистый HTML-код с JavaScript, с JSON и со всеми теми плюшками, которые вообще могут существовать на данный момент в вебе. Значит, смотрите, вот это мой клиентский сайт. Если вы видели, сейчас я Ctrl F5 сделаю, сначала как бы подгружается SVG-версия картинки, а потом загружается полностью. То есть это такая, ну, технология, в принципе, достаточно прикольная, которая доступна в Gatsby. Вы можете взять, допустим, статическую картинку, указать к ней путь, вывести ее с помощью определенного компонента Gatsby, и по факту вы будете иметь вот такую вот красотень. То есть, смотрите, я сейчас, допустим, перехожу на другую страницу, ну, это на dev, опять же, dev сервер у меня сейчас запущен, поэтому немножко подтупливает, потому что оно как бы пересобирает там страницы, где-то в консольке, возможно, это можно увидеть, хотя нет, сейчас нет, не видно. Ну, в общем, если я перехожу по страницам, здесь она как бы немножко подтупливает, потому что пересобираются странички. А если, допустим, я перехожу на свой dev, как бы, ну, dev домен, то есть вот этот сайт, он уже забилден на вот этот домен. И сейчас, получается, он уже как бы в продакшн версии. И как видите, здесь как бы подтупливаний этих почти нет. Ну, то есть их нет вообще. Единственное, что из-за того, что сейчас процессор на сотку загружен, из-за того, что идет запись экрана, то мы видим с вами небольшой такой затык. Ну а так на самом деле все работает чрезвычайно быстро. Ну так как здесь еще нет статейчек, здесь просто идет
такой вот переход на главную. Ну, как бы это обычное React как бы приложение, которое формируется с помощью вашего кода, который вы напишете, естественно. Дальше все это обрабатывается некоторыми обработчиками, и с помощью этих обработчиков создается как HTML-версия, так и JSON-версия страниц, для того, чтобы, ну и там, наверное, JSON еще, для того, чтобы все это асинхронно подгружать. То есть, смотрите, изначально, допустим, мы загружаем основную страницу этого сайта, ну, в принципе, он достаточно тяжеловесный, потому что здесь и картинка, одна картинка, вторая, третья картинка, здесь еще картинки, еще вот одна большая картинка, еще картинки, то есть фактически, ну, картинки это основной вес сайта, и также JavaScript еще. Вот, и как бы, хотя это все достаточно, ну, как бы много весит, все равно этот сайт визуально подгружается и работает очень быстро по сравнению, допустим, с теми сайтами, которые написаны на PHP, либо же даже с теми сайтами, которые написаны на сервер-сайд рендеринге. То есть основное отличие технологии SSG рендеринга, то есть это рендеринг во время как бы разработки. То есть вы один раз пишете код, ну, в принципе, в Gatsby есть возможность различного поднятия сервера, то есть это SSG, SSR и еще там несколько других разновидностей, в общем, того, как ваш сайт будет расположен, либо же он будет статически иметь HTML-странички. Сейчас я покажу, каким образом выглядят паблик-версии. То есть вот, получается, это SSG, то есть это как бы генерация страниц во время как бы сборки. То есть один раз вы берете, создаете эти странички, вываливаете себе на хостинг, вообще на любой, даже без поддержки PHP, если вам он не нужен. Ну, а здесь он фактически не нужен, нужен он только, допустим, там для отправки email или что-то подобное. Один раз, получается, вы генерируете все эти странички, вываливаете себе на хостинг, либо же на CDN какой-нибудь располагаете, и все, ваш сайт просто летает. Кроме того, вот на данной страничке есть пример того, как можно сделать, ну, в смысле, не пример того, как можно сделать, а как я сделал PVA-шечку, то есть фактически там нужно знать пару команд, которые вы добавляете там в Gatsby, пару плагинчиков, и все, у вас уже, во-первых, офлайн режим есть в сайтике, во-вторых, вы можете сделать PVA-шечку. То есть, по факту, это очень значительное преимущество перед вашими конкурентами. Это первое, вернее, даже это не первое, это, наверное, второе. А первое, что самое главное, это то, что ваши пользователи, они имеют отличнейший пользовательский опыт, потому что визуально сайт грузится очень быстро, и как видите, сейчас я в режиме офлайн, но тем не менее офлайн плагинчик подгружает мне все мои статейки, которые как бы вообще есть, и все файлики, которые, ну, мне нужны, они закэшированы, то есть даже картинки, по-моему, кэшируются здесь. Да, вот видите, картинка это подгружается с сервера, вот она фоновая. В общем-то, преимущества на этом не заканчиваются, то есть получается, что ваш сайт, во-первых, он очень быстрый, что дает визуально пользователю наилучший пользовательский опыт, соответственно, вы растете в глазах поисковых систем, соответственно, ваш сайт растет как просто грибы в лесу, в поисковой выдаче. То есть, по сути, даже если вы сделаете какой-нибудь простой бложик на этом, вы уже будете иметь достаточное конкурентное преимущество перед своими, ну, конкурентами, собственно. И, в принципе, ваш сайт, если будет, ну, более-менее сделан правильно, там титулы будут прописаны и все такое, с точки зрения SEO, то фактически вы будете в топе, по сути. Потому что еще к тому же в Лайтхаусе эта штука
показывает отличнейшие результаты. Ну, как бы, во-первых, конечно же, это все зависит от того, как вы сделаете. Во-вторых, это зависит еще от того, сколько кодов вы будете использовать. Ну, я имею в виду, естественно, JavaScript. Вот. Как бы еще что можно показать? Ну, наверное, открыть это в Chrome, потому что, я не знаю, Chrome у меня, наверное, не установлен или установлен. Потому что Opera почему-то именно на Linux она не показывает возможность добавления на рабочий стол этого дела. Ну, то есть, по сути, это PWA-шечка. Вот, можно, допустим, здесь установить этот сайт как бы как PWA, и по сути у вас будет десктопное приложение. То есть это опять же еще одно преимущество перед другими видами вообще сайтов. В чем же недостаток? Потому что как бы говорить о преимуществах можно, конечно, еще. Но основной недостаток это то, что любое изменение, даже если вы и меняете просто какую-нибудь здесь буковку, любое изменение это неизбежно новый билд. Новый билд это как минимум перезаливка всех файлов. То есть у вас получился, допустим, здесь паблик, вот, и этот весь паблик вам надо заново перезалить на ваш хостинг. То есть удалить все файлы, которые там есть, и дальше засунуть это все на хостинг, чтобы все это как бы работало. Вот, это основной недостаток. Но, кроме того, можно еще использовать SSR-очку, то есть с Gatsby. Но я еще не пробовал, на самом деле, ну, просто есть такая возможность запустить ноду и использовать Gatsby SSR, и тогда, в принципе, любые изменения могут автоматически отображаться у вас на сайте. Также можно использовать, кроме того, что вообще какие-нибудь статические файлы, которые там просто даже статические JS, либо TXT файлы, либо MD файлы, либо MDX, как я вам уже говорил. Кроме этого, можно использовать и привычные для нас такие системы, как WordPress, например, с подключенным плагинчиком к Gatsby. И формировать, ну, в принципе, вот типа такого вот сайтика, как я сделал для клиента, в общем, своего. Вот, в качестве headless CMS, как бы, как это называется там на англоязычном сегменте интернета, то есть система управления содержимым здесь WordPress, но как бы Gatsby подтягивает все данные оттуда, из WordPress, и тем самым получает как бы для себя их, то есть смотрите, получается вот это вот, допустим, index.js, он просто содержит в себе весь код, который как бы уникальный для этой страницы. То есть это страница, которая уникальная для, ну, она один раз, допустим, такая вот сверсталась, именно четко одна страница, главное, все. Текст этот подтягивается, допустим, с WordPress. Вот этот текст тоже подтягивается с WordPress. Остальное все уже это просто лежит в index.js. Дальше те страницы, которые мы с вами, ну, допустим, я придумал, что их можно менять, это тоже информация подтягивается с WordPress. Например, вот эти странички, которые вы здесь можете видеть, это все лежит в MDX файлах. Здесь вот эти странички, они лежат в MD файле. Кроме того, есть у меня еще вот такая вот статейка, которую вам советую почитать, чем отличается как бы TSR, SSR, SSG. В общем, я подготовил тут достаточно такой, я думаю, серьезный материал, на который можно обратить внимание. Ну, в принципе, на этом все. Я надеюсь, вам будет интересно пройти такой курс. То есть я полностью пересоздам вот этот сайт заново, покажу вам поэтапно, как это можно сделать. И надеюсь вас увидеть на нем. Все, естественно, будет без оплаты. Подписывайтесь, ставьте лайки, рассказывайте своим друзьям о том, что есть такой чудак, как я. И надеюсь вас увидеть в следующих видео. Все, пока.